Привет, легофаны и любители чистоты! Сегодня я вам покажу прекрасный мусоровоз с реалистичными функциями. Знакомьтесь, 42167 Mack Electric Garbage Truck. Короче говоря, мусоровоз. У него есть удивительное устройство подъема мусорного контейнера, простейшее рулевое управление, фантастический кузов для выгрузки мусора, колесо в реальном масштабе. Четыре пакета. Мне впервые встретились бумажные экологически чистые пакеты. Лист с наклейками. Понятная инструкция с картинками. На последних страницах мы видим дублирование иллюстраций коробки и узнаем, что у этого набора есть реальный прототип. Как обычно, перечень всех деталей. Пластиковый пакет внутри бумажного – это отличная идея. На первом этапе строю раму автомобиля и элементы рулевого управления. Все достаточно просто и понятно, закладывая основу подъемного устройства грузового кузова. Конструкция включает минимум деталей. Такой вариант закрепления соединительных элементов мне очень нравится. Результатом сборки первого этапа является рулевое управление и механизм подъема грузового отсека. Может показаться, что эти серые детали будут сиденьями, но на самом деле сиденья зеленого цвета. На втором этапе строю кабину автомобиля. Конструкция неприлично простая и непривлекательная для такой марки автомобиля. Но если посмотреть с другой стороны, то для начинающих строителей Лего эта кабина вполне приемлема. Здесь много интересных элементов, и для новичков это будет как раз то, что нужно. А со временем мы научимся собирать различные модели и в будущем модернизируем так эту кабину, что нам позавидуют даже дизайнеры Лего. Вы заметили, что у прототипа были белые двери? На этом этапе завершаем монтаж рулевого управления и украшая кабину серыми деталями. Интересный механизм с хитрым взаимным расположением шестеренок. Надо проверить его на правильной сборке по контрольному рисунку. Все сделано правильно. Прошу внимания. Сейчас я показываю устройство механизма подъема и опускания мусорного контейнера. Подобный механизм можно применять в различных самоделках и других альтернативных моделях. Опыт строительства этого набора обязательно пригодится в будущем. Так что смотрите и запоминайте. Конструкция этого механизма невероятно крута. После проверки по контрольному рисунку устанавливаем механизм на раму автомобиля. Проверяю работоспособность. Это мне уже нравится. Но что-то здесь не то. На обратном пути механизм раздвигает лапки, а в реальности так не должно быть. Под нагрузкой все работает правильно. Следовательно, надо обеспечить эту нагрузку. Это простейшее примитивное эффективное решение этой проблемы. Резинка достаточно упругая. Надо прикладывать усилия. Результатом сборки второго этапа является кабина автомобиля и механизм подъема мусорных контейнеров. Когда распаковал бумажный пакет, одна деталь прилипла и не высыпалась. Я запаниковал и даже решил снять аналогичную по размеру деталь из бульдозера. 6 колес полной комплектации. Удивительная композиция из систем деталей играет роль направляющей движения мусора. Легко и надежно устанавливается на раме автомобиля. Проверяю работу механизма подъема мусорных контейнеров. Какая-то штуковина мешает ему подняться выше. Вот этот упор мешает, но так было задумано. Декоративные панели для облицовки кузова.
Установка рычага управления подъема кузова и воротка вращения механизма подъема мусорных контейнеров. Из белых панелей получается довольно приличная крыша. Колеса одинакового диаметра и ширины. Не имеют запаха, а кошка с удовольствием с ними играет. Диски имеют особенную несимметричную конструкцию. Где-то я их уже видел. Точно. Вот это они. Шины твердые, так как они полнотелые внутри. Размер 34 на 14. С одной стороны диск выпуклый. Это дает возможность устанавливать колесо на раму автомобиля без дополнительных вставок. С другой стороны диск вогнутый, как настоящий. Результат третьего этапа сборки – практически полностью собранный автомобиль, но без грузового отсека. Хорошая основа, чтобы в будущем из него сделать сидельный тягач для полуприцепа. На четвертом этапе буду строить грузовую платформу. В основе конструкции лежат балки и декоративные панели. Грузовая платформа имеет коробчатую форму, как раз то, что нужно для сборки и перевозки мусора. В задней части предусмотрен открывающийся борт для выгрузки мусора. Первое впечатление такое, что ось борта как-то свободно перемещается. Но обалденные боковые панели решают эту проблему. Они надежно фиксируют ось борта от перемещения в продольном направлении. Декоративная втулка с правой стороны не помешает. Плоские систем детали удачно закрывают все некрасивые места. Установка грузового отсека происходит легко и просто, одним движением. Все работает прекрасно. Механизм подъема кузова. Нет, это не стаканчики для игры в наперстки. Из них я сделаю мусорный контейнер с секретом. Вероятно, в 90-е годы прошлого столетия дизайнер Лего торговал семечками и деревянными стаканами с двойным дном на остановке троллейбуса возле станции метро. Он явно знал этот секрет. Ставьте лайк и пишите комментарий, если вы тоже знаете, как выгодно организовать уличную торговлю семечками. На четвертом этапе я полностью завершаю сборку мусоровоза и даю вам возможность сравнить, как выглядит автомобиль без наклеек и с наклейками. С наклейками автомобиль смотрится значительно лучше. Внешний вид кабины не дотягивает до идеала, а вот грузовая платформа имеет классный дизайн, несмотря на свою простую форму. Люк загрузки мусора грамотно спроектирован и не портит внешний вид. Достаточно крутой маленький набор, который можно собрать за несколько минут. Из небольшого количества технических деталей можно построить прекрасный мусоровоз, который обладает функцией рулевого управления. Шикарный механизм опрокидывания грузовой платформы с замечательным откидным бортом. Эти декоративные панели прекрасно вписываются в дизайн мусоровоза и служат ограничителем перемещения оси заднего борта. Задний прожектор поможет выгрузить мусор в ночное время. Суперфункция данного набора – это офигенный боковой механизм подъема и опускания мусорного контейнера. Работает идеально. Есть возможность выгрузки мусора через задний откидной борт. Люк для приема мусора имеет площадку с поверхностью двойной кривизны. Предлагаю еще раз посмотреть на работу бокового механизма подъема и опускания мусорного контейнера. На мой взгляд, спроектировано очень грамотно. Раньше я долго думал, как Лего может это легко и просто делать, а благодаря этому набору мне все стало понятно. Автомобиль имеет зеркала заднего вида и функцию открывания дверей.
Ходовые качества автомобиля отличные, но только для идеально ровной поверхности. Маленький клиренс и отсутствие подвески с амортизаторами исключают езду по неровной поверхности. Мусоровоз имеет масштаб, сравнимый с бульдозером. А вот так он выглядит совместно с багги для гонок по бездорожью и Мерседесом Формулы-1. Прикольно сравнить его с космическим погрузчиком. Я считаю недостатком расположения габаритных огней в верхней части кузова. А вот установить оранжевые габаритные огни сзади вверху – это грубейшая ошибка, так как сзади габаритные огни должны быть красные. Предлагаю поменять эти фонари местами. Таким образом, у меня появился указатель поворота и красный габарит. Боковые габаритные огни приведены в соответствии с нормами. Для работы в ночное время по правому борту фиксирую боковой прожектор. Передние фары в виде наклеек – это слишком низкий уровень даже для этой простой кабины. Поэтому я установил полноценные фары в нижней части бампера. Смотрится нормально, а для ровных городских дорог и двориков вполне подойдет. Захваты мусорного контейнера свободно болтаются. Эти декоративные панели, возможно, будут отлетать в процессе игры. А вот бампер точно будет потерян. По доброй традиции закрепляю вороток управления механизма. Напишите в комментариях, зачем дизайнер Лего применил этот соединитель с отверстием вместо простейшего, который сюда тоже подойдет. Спасибо за лайки. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых видео.